Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз «Личная жизнь» до конца 2024 года. Этот год очень благоприятен как для построения теплых и искренних отношений, для того, чтобы укрепить уже создавшиеся союзы, ведь дракон ценит дружбу и все то, что надежно, то, что на года где-то и от души, и от сердца. Дракон не терпит фальши, поэтому мы все будем большими реалистами в 2024 году. Вот давайте мы с вами узнаем, как проявит себя партнер по отношению к вам, будет ли новое знакомство, какие возможны перемены в вашей жизни и в целом, как изменится ваша личная жизнь в 2024 году. Мы рассмотрим несколько позиций, и первое, мы достанем 3 карты. Она будет характеризовать вас, ваше настроение, общий фон, то, к чему вы, может быть, или готовы, или настроены, может быть, как развивать ваши отношения, как вы будете себя позиционировать. Достанем 3 карты, мои дорогие козероги. Что от вас именно будет исходить? Каковы ваши энергии? И настрой на личную жизнь. Ваши сильные стороны. Что вам будет помогать? Как проявит себя партнер? Давайте узнаем. В отношении вас. А также, будет ли новое знакомство? Будут ли новые отношения, мои дорогие козероги, в 2024 году? Что вам может помешать? Достанем карту. Достанем карту перспективы или возможностей, или сюрпризов, подарка судьбы, или в целом, какое продолжение следует на 2025 год. И карту совет. Итак, давайте узнаем, что же нам скажут карты о вас. Ну, вы открыты просто всему новому. Карта вдохновения, карта новых возможностей. И у нас удивительный шут. Это нулевой аркан. Я вспоминаю слова Эйнштейна. Только дурак нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом. Вот вы свою личную жизнь будете упорядочивать. Вам захочется новых отношений. Или, может быть, взаимопонимания большего в прежних союзах. Или, может быть, это ваша задумка для тех, кто в паре, для тех, кто семейный, тоже как будто внести новое вдохновение в вашу жизнь, наполнить вашу пару какими-то новыми интересами, может быть, путешествиями. Для кого-то из вас это действительно может быть какой-то еще и выбор. Меня смотрят разные люди. У кого-то, словно, знаете, я могу такое допустить. Могло быть расставание. И вот этот самый выбор. Вы как будто встанете перед тем выбором, чего же я хочу. Или каких отношений я бы желал, просит моя душа. И вы отдадите предпочтение, вполне вероятно, тому, что вы какую-то свою историю окончательно завершите и будете строить что-то новое лет на 10-20. По рыцарю Пентаклей как раз он едет медленно, один из самых медленных рыцарей. Но это сама по себе надежность на длительный период времени. И вот как новое начинание, и может быть есть какое-то перепутье, сомнение, как будто нужно выбрать что-то одно. Но именно это одно на далекие годы, когда я могу, где-то не суетиться, когда под стать мне будет партнер. Вот правда, для вас, мои дорогие козероги, год дракона проиграется со знаком плюс для личной жизни. И даже если прежняя история была разочаровывающая, вы просто, знаете, стряхнете какие-то волнения, обиды, разочарования прошлого и идете вперед. И у нас шут, он жонглирует зодиаком. Вы знаете, я могу предположить, что у вас будет много знакомств. Вы можете быть в центре внимания. К вам будут люди, может быть, или обращаться, или вы их будете как-то привлекать чем-то. И для вас где-то фильтровать ваше окружение тоже придется. Где-то не торопиться
в ваших суждениях, потому что не всегда мы можем распознать с первого взгляда, да, встречают, говорят, людей по одежке, провожают по уму, и вот здесь этот момент, как будто нужно разобраться в человеке, чтобы, может быть, какую-то ошибку не допустить, но, по крайней мере, мы смотрим ваш настрой, так вот, настрой на то, на что как будто могу опереться, или, если мы говорим про партнера, то те отношения, которые не похожи на игру, когда мною никто не манипулирует, когда мне не говорят, что делать, а когда действительно один человек является словно продолжением другого, как будто сообща. Вот есть такой момент, когда вам просто может захотеться тех отношений, которые, как и вас, вдохновляют, когда вы думаете с партнером в унисон. И если одному, предположим, пришла в голову мысль, а давай мы с тобой поедем вот так спонтанно, а второй как будто откликнулся, а давай, все оставили и куда-то поехали. Ну, я к примеру говорю, но есть все же по нулевому аркану вот этот самый драйв или где-то неожиданные возможности, и когда открытый миру, всему новому. Ваши сильные стороны, давайте мы посмотрим. А вот какой-то опыт, который вы оставляете позади, и он сделал вас сильнее. По тройке мечей это не новая ситуация. Это та ситуация, которая с вами произошла. И вот это израненное сердце, оно уже теперь, как в ледяном панцире, вас уже невозможно вторично не обидеть, не чем-то разочаровать. Единственное, чем удивить, это добром, искренностью, надежностью. И, видимо, вы будете как рентгеном просвечивать тех людей, которые, ну, имеют интерес, но не имеют искренности. Какую-то ошибку вы точно не захотите повторить. И, может быть, вот этот Плутон, который был в вашем знаке в течение 20 лет, он вас закалил. Вы точно знаете, чего вы не хотите. На самом деле это мы говорим, да, часто, чего я хочу знать, чего я хочу, это важно в жизни. Нет, мои дорогие, очень важно знать, чего я не хочу. Так вот, это действительно какая-то может проиграться прежняя ситуация, у кого-то ваш союз, который, ну, не был достаточно хорош, или были какие-то разочарования, и теперь вы будете отдавать предпочтение только тем, которые к вам искренне относятся. Тут какая-то история может иметь продолжение, если, ну, будет где-то построено с первое, безусловно, на искренности, второе, на внимание к вам, а не вашем внимании к кому-то, не ваше участие в чьей-то жизни или вашей какой-то помощи. Нет, это вам как будто человек принесет как приятные эмоции, так и комплименты, может быть, подарки, проявится. Вот таких отношений хочется, потому что вы сами тоже умеете дарить, как и тепло, как и надежность, как и искренность, как и теплый уютный дом, какой-то быт. Вот интересно, король кубков, это часто выражается, карта придворная именно, кубковые карты, как наши близкий супруг или супруга. И надежные отношения. Вот ваши сильные стороны. Я хочу того, что не мимолетно, а то, на что я могу опереться. Вот нам уже несколько раз об этом сказали. У кого-то из вас это может быть умелый баланс, ведь все-таки мы смотрим вас, и где-то энергетика, неважно, кто меня смотрит, девушки или мужчины, энергетика короля кубков, по сути, это где-то очень мудрый манипулятор. Он не смешивает эмоции и какой-то материализм. Там, где нужны эмоции, он их проявляет. Вот как раз рыцарь кубков об этом, о радости. А там, где нужно решить какой-то материальный вопрос, имущественный вопрос, или, ну, еще какая-то тема, которая так или иначе упирается в финансы, он умеет создать как и подушку безопасности, так и выстроить благополучие. И вот ваша сильная сторона или ваша сильная позиция будет как раз в этом и заключаться, в умелом переключении между эмоциями и материализмом, рационализмом каким-то. Как вам проявится партнер, праздник, мои дорогие, вас партнеру захочется радовать. Есть, конечно, какие-то сомнения, или у вашего партнера может быть какая-то тоже личная история.
которую он для себя должен решить, закрыть какой-то вопрос. Я могу предположить, что ваш партнер может иметь, ну, какую-то, может быть, не самую веселую личную историю, из которой он должен выйти. И он будет своего рода как, ну, на перепутье. Или он должен для себя однозначно как будто определиться, что дальше. И с восьмеркой кубков может быть еще и ситуация в вашей паре, когда вы будете, предположим, мои дорогие, может быть, вы с человеком на расстоянии, и вы захотите либо отправиться к нему, либо он приедет к вам. Может быть, вы будете обсуждать, как в дальнейшем, ну, где-то как с юридической точки зрения будет продолжаться ваш союз. Так карты такие, что вполне вероятно, это могут быть люди на расстоянии. Или по разным причинам. Может быть, это знакомство, оно уже состоялось прежде. Или для кого-то из вас это вы с вашим близким человеком на расстоянии, волею судьбы. Так сложились обстоятельства. И значит, что-то вы сможете решить. Принять вот это Соломоново решение и найти выход из создавшейся ситуации. Или если у партнера вашего, ну, есть какая-то тоже история, может быть, и в личной жизни, или не, даже не в личной, а какая-то нерешенная проблема, вполне вероятно, то он где-то, решая ее, думает о вашем союзе для того, чтобы вот этот праздник состоялся. Я не могу сказать, что это тот партнер, который сидит в ожидании и в бездействии. Нет, тут, скорее всего, человек будет активный, который умеет делать правильный выбор, брать на себя ответственность. Или где-то человек решительный, потому что восьмерка кубков, тут требуется и мужество, и решительность. Это неплохо. Давайте посмотрим, каковы же новые знакомства. Вот смотрите, 20-й старший аркан – это карта избавления от боли, избавления от страданий, от какой-то прежней или союза какого-то деструктивного, или от того, что, ну, как-то, знаете, больше разочарования вам принесло, нежели вдохновение. Или для кого-то из вас это была совсем грустная история, когда, ну, может быть, и человек ушел из жизни. Вот правда, мы же разные. И это случилось прежде. И где-то вот эти настроения или ваши воспоминания, они могут на вас оказывать влияние для построения новых отношений. А нам говорит карта. Это как будто ангелы вам говорят, и карта говорит, ангелы за вами наблюдают. Оставь прошлое в прошлом. Не сравнивай новые, может быть, отношения с прежним союзом. Не сравнивай пережитую боль и разочарование с тем, что складывается на данный момент. Как раз тут больше карта жадины. Постарайся сохранить какой-то союз. Правда, у вас может быть очень важное знакомство, которое как будто по судьбе. Я понимаю, у каждого своя история жизни, но для кого-то из вас проиграется, когда вы, может быть, идя, предположим, решать вопрос в ту или иную инстанцию, можете познакомиться с человеком, или вы можете встретить какого-то давнего знакомого, и ваша история перейдет в другой формат. Этого я тоже не могу отрицать. И вы будете оба сохранять ваш союз. Здесь, как и прежнее, что-то вы можете вместе с партнером обдумывать или ставить перед собой какие-то даже грандиозные планы, так и для тех, кто может познакомиться. Самое главное быть, вот не случайно 20-й аркан выпадает именно первой картой, иметь настрой, для себя определить, что да, я больше не хочу быть один или одна. И не случайно нулевой аркан. Как будто решение принимаете вы. И это решение, оно должно быть вашим сердцем, мои дорогие козероги. И даже для тех, кто сейчас в каком-то сольном варианте, прекрасные возможности. Вот эта карта жадины я называю, поэтому я и сказала, что нужно сохранять. И карта император. И тут действительно даже новое знакомство. Это будет, скорее всего, тот человек, мои дорогие, который, ну, может быть, отчасти не терпит возражений. Потому что у него сильная позиция. И где-то найти баланс, может быть, и не все устраивает. Но, по сути дела, личная жизнь – это всегда компромисс.
согласитесь со мной. Компромисс, когда мы можем расходиться с нашим партнером в каких-то деталях, но в каком-то одном направлении мы думаем одинаково или мы чувствуем одинаково. Поэтому и отношения удачно складываются, когда мы умеем договориться, а не заставляем партнера принять именно нашу какую-то точку зрения или согласиться с нашим каким-то мелким, может быть, планом. А вот та самая дипломатия, она будет помогать. Что может помешать? Ну, вообще ничто не может помешать. Двойка кубков. Разве что, ну, отчасти для кого-то из вас, как, вот даже не знаю, что вам сказать. Правда, мои дорогие козероги? Когда вы будете очень долго делать выбор, вот если мы рассматриваем, видите, дуальность, у кого-то может так проиграться и, ну, где-то выбор между партнерами. Хотя по этой карте это не выбор. Это нам карта говорит: отдай предпочтение тем отношениям, которые строятся на искренности. Нам показаны люди, которые понимают друг друга без слов. Может быть, если в позиции что помешать, когда вы сами себе можете что-то надумать, тогда эта карта нам где-то дает совет. То, что ты понял неправильно, или то, что ты предполагала, лучше обсуди это с партнером, чтобы не было какой-то недосказанности. Каковы же перспективы? Ну, у кого-то и пара, у кого-то в перспективе рождения детей, у кого-то новые возможности вообще, жизнь в новых совершенно красках, с новым вдохновением. Правда, вот как раз по пажу кубков это что-то приятное, как событие или какая-то радость. Вот быть счастливому и быть радостному в продолжении на 25-й год и даже дальше. Какие-то отношения по судьбе, но как будто не прошляпить, мои дорогие. Все же вот, видите, пусть это на новое знакомство, но кто знает, может быть, это тот человек, которого вы уже тоже знали. И, ну, где-то карта не случайно, четверка пентаклей выпадает. И тогда нужно суметь перевести отношения. Если вы случайно встретили своего прежнего друга или подругу или знакомого и видите, что история развивается, ну тогда не торопитесь думать, что нет, тогда не получилось и сейчас не получится. И любовь идет под разными флагами. Помните об этом. И это также относится, если, допустим, вы с вашим партнером на расстоянии. Именно на взаимопонимание должно быть больше направлено ваших сил. Но где-то не настойчивость. Надежность, да, но ее не путать, когда мы, знаете, ну, условно упираемся в какое-то свое видение обстоятельств, ситуации, хотим, чтобы было ровно так, как мы себе это представляли. Карта совет. Все должно быть по справедливости. Это вот, собственно, все то, о чем я говорила. Внутренний баланс, мир в вашей душе. Может быть, карта говорит нам отчасти, что ваши отношения должны быть как будто документально оформлены. Не должно быть недосказанности в вашем союзе, как честность тоже должна присутствовать. И вот может быть в позиции, чему или что может помешать. Двойка кубков, я сказала, если вы что-то себе надумали, или какая-то мысль посетила голову и там застряла, или какой-то осадочек в душе, лучше это вынести на поверхность, чтобы этот глубокий разговор у вас состоялся. Тогда будет больше взаимопонимания, мои дорогие. И как самим собой, повторюсь, быть честным, так и вот эта честность и искренность, это лежит в основе настоящих взаимоотношений, надежных. То, что может быть продолжено, то, что служит нам как и вдохновением, так и радостью, так и счастьем на долгие годы. А если есть какие-то вопросы, может быть, по прежнему союзу, или, мало ли меня смотрят, опять же, разные люди, у каждого своя личная история, то тогда это нужно завершить. Как будто не должно быть в вашей жизни, мои дорогие козероги, или тех ситуаций, или тех людей, которые могут подставить подножку. Поэтому с теми разбираться на берегу, кто ненадежен, или какая-то личная история, ее тоже нужно завершить тогда элегантно и поставить точку. И печать как будто, да, ну, у кого-то это может быть буквально слушание в суде, но значит тоже что-то как гештальт закрыть определенно стоит, чтобы не оборачиваться назад. Вам отсюда только
вперед, к счастью. Помните, ангелы хотят, чтобы вы были счастливыми. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.